Всем привет! Сегодня мы приехали на коп, на остров вот на такой. Здесь было урочище, и сейчас Волга отошла на 2,5 метра, и оно открылось. Там вдалеке ходит Тарас, Влад и Сергей. И они меня пригласили тоже покопать. И вот такая конинка мне интересно попалась. Красивая. Материал латунь. Ищем дальше. И у меня уже было много сигналов. Просто сейчас такой сигнал был. И выпал крестик-лепесток. Целенький. Посмотрите, какой красивый. Классная находка. Ну, еще вот такие мне находки выпали. Вертушок какой-то, конина. Это я не знаю, что такое. Посмотрите, маленькое сердечко. Обломанный крестик. И серебряная какая-то висюлька с красным изумрудом. Может, это сережка? Но это серебро. Вот так вот правильно. Ой. Не знаю, от чего это. Может, от заколки, может, от сережки. Тут два камня. Рубиновый и белый. Красота. Сережа вроде нашел монету серебряную. Ну, вот такие находки. Ищем дальше. Очень сильный ветер. Не знаю, какое качество звука будет. Но вот здесь вот я только что выкопала крестик. Там колечко конину. И вот был сигнал. И такая печаль. Посмотрите. Колокол. Как я мечтала найти. Но он не целый. Как жаль. Но может быть когда-нибудь мечта моя сбудется. И я найду целый колокольчик. Но очень красивый. Старинный. Отличная все равно находка, пусть даже и не целая. Не хотела снимать крестик, но так как нашла среднюю только часть, и через 50 сантиметров у меня опять прозвучал сигнал, и выпал третий лучик. Это верхняя часть. Но крестик такой интересный, хорошенький, мне он нравится, поэтому решила и вам показать. Жалко, что четвертый лучик не нашла. Вот попалась часть бубенчика. Никак все не получается у меня найти целый. А так хочется. Ну, тоже интересная находочка. Может, нижнюю найду и потом соберу. И будет целый. Ищу дальше. Опять сигнал. И вот такая мне застежка попалась от кафтана. Первый раз, конечно, я такую нахожу. Ну, вот такая вот находочка тоже. Вышло солнышко, на улице потеплело. Мы переехали на другой остров, на котором до этого ходили. Вон там вдалеке ходит Сергей, Тарас и Влад. У меня сигнал, яма вот уже заполнилась водой. Посмотрите, какая красота попалась. Такой персик огромный, старинная. Ой, какое красивое. Классная находка. Может, даже печать, изображение какое-то на нем. Ну, вот такая красота мне попалась. Круто. Вот только выкопала я там перстень, а здесь у меня опять сигнал рядом. И сверху, посмотрите, крестик. Я такой находила в тот раз. Согнутый он у меня был. И здесь написано Серафим Саровский. Старинный крестик.
И святой великий, которому мы молимся, ходим в храм, он помогает людям. Красота. Ищем дальше. Вот яма моя водой заливает. Но слом, похоже, свежий. Поварешка какая-то медная. С дырочкой интересная. Интересная находка. Первый раз такую нахожу. Классно. Только что вот там выкопала я поварешку. Сережа ко мне подошел, копает. И посмотрите, какая красота мне с камнями выпала. Это серьга. Какая красивая была. И камушки зеленые. Только, конечно, не целая, но очень красивая. Древнятина. Это очень старинная находка. У нас только сейчас град шел. Вот сейчас мне выпала монетка. Это 1/4 копейки. 1886 год. Это Александр III. Сейчас прозвучал сигнал. Бил как серебро. 85-88. И вот такой выпал мне кусок. Он тяжелый. Может, это слиток сигизмундовский с печатями. В общем, не знаю, что за материал. Но вот такая вот выпала мне находка. Интересная. Покажу вам находки, которые сейчас нашла. Это я вот нашла пуговку-гирьку. Красивая, с рисуночком. Лысую пуговку, но с ушком. Пуговку от подштанников, как говорят. И пломбочку. Вот такую вот. Вся в надписях. Там на ней что-то изображено, по-моему, орел с этой стороны. Такая пломбочка красивая. Вот сколько находок. Уже полная хабарница. Ищем дальше. А, еще забыла, знаете, вам показать такую вот конину красивую. Копейку. Но она, видите, с охраны. Желает лучшего. И какую-то вот такую, не знаю, что это такое могло быть. Какая-то желтенькая штучка, накладочка, что ли, откуда-то. Такая вот еще находка. Ищу дальше. Сейчас у меня прозвучал мощный сигнал. Вот тут Тарас ходит, Влад, и он, Серега, уже его одел. Чего ты взяла, что это у тебя сигнал был? Ну, а ну что у меня на пальце? Ну да, ну, пока, ну пусть у тебя на пальце. Не, классный. Графа какого-то. Ну, классный перстенек. Смотрите, какой перстень. Огромный. Вот эта находка. Я не пойму, а что они такие все маленькие? Это ж мужской перстень, он не Да. на мизинец еле налазит. Не знаю. Все маленькие раньше были. А может, на мизинцах носили? Да ну фиг его. Посмотрите, с короной. Но. Посмотрите, какое огромное кольцо, печать с короной. И целое. Вот это находка. Ура! Это средневековый перстень-печать, псевдогеральдика. 18-19 век. Перстень-печать для человека средневековья служил печатью и оберегом и религиозное вероисповедание. Это и положение, и сословие в обществе. Взглянув на этот перстень в те времена средневековья, могли сказать, кто и что за человек. Коп состоялся, а Серега серебро нашел. А, и створку от складня. Ребята тоже монеты нашли. Крестики, пуговки, гирьки. Посмотрите, какая красота. Солнце скоро закату. У нас сейчас был прилив, и наше место, где мы ходили, покрылось водой. Но сейчас, смотрите, идет отлив. Вода отходит. И у меня прозвучал сигнал. Голубая глина. И выпала мне полкопейки. Только она немножко как погнутая. Вот, полкопейки. СССР. Такая вот монета. Все идем к лодке. Коп у нас закончился. Вот какая туча черная идет, надвигается на нас. А там закат, посмотрите, какой красивый.
Ну, а всем пока-пока и до новых встреч.